Шостакович и Прокофьев – два гиганта советской музыки, которые никогда не могли до конца понять друг друга. Они встречались лишь изредка и периодически критиковали друг друга в разговорах с коллегами и в переписке. Прокофьев мог заявить, что у Шостаковича наблюдается дефицит мелодий, а Шостакович, например, мог упрекнуть Прокофьева в привычке отдавать оркестровку своих произведений коллегам. Шостакович был уклончив. Прокофьев в своих мнениях был прямым, даже излишне откровенным. Как сказал его друг Николай Набоков, он большой ребенок, который должен говорить правду в любой ситуации. Однажды коллега подслушал исторический диалог композиторов. Итак, цитирую. «Вы знаете, я засел за работу над моей 6-й симфонией. Я написал первую часть, и теперь пишу вторую с 3 темами. 3-я часть, вероятно, будет в сонатной форме. Я чувствую необходимость компенсировать отсутствие сонатной формы в предыдущих частях». А что, здесь всегда такая погода? У Шостаковича была исключительная способность к драматизации своей жизни. Его судьба была для него судьбой страны и мира. Родившийся же в 1891 году в Украине Прокофьев был вундеркиндом, несносным ребенком Петербургской консерватории. Он был эгоистом, старавшимся сохранить собственную стабильность, ведь мир вертелся вихрем вокруг него. У него был куда более практический и прагматический взгляд на ремесло композитора, чем у Шостаковича. Прокофьев был высок и импозантен. Так один американский критик, впервые увидев композитора, описал его как белокурого русского футбольного защитника. Итак, далее цитирую высказывание Шостаковича о Прокофьеве. «Мы с Прокофьевым так и не стали друзьями, вероятно потому, что он вообще не был склонен к дружеским отношениям. Он был сухим человеком и, казалось, не интересовался ничем, кроме себя и своей музыки. Я терпеть не могу понебратства. Прокофьеву оно тоже не нравилось, но сам он позволял себе смотреть на других свысока». У Прокофьева было 2 любимых слова. Одно из них – «забавно». Он использовал его для оценки чего угодно – людей, событий, музыки. По-моему, на его взгляд, забавное включало в себя и его цика. Вторым было «ясно». Им он пользовался, когда хотел узнать, правильно ли его поняли. Меня эти 2 любимых слова раздражали. Даже словарь простодушной дикарки Элочки-людоедки из книги Ильфа и Петрова включал в себя 3-е слово – гомосексуализм, а Прокофьев обходился 2. Прокофьев с детства был счастливчиком, он всегда получал, что хотел. У него никогда не было моих забот, у него всегда были деньги и успех, и, как результат, характер избалованного вундеркинда. Чехов как-то сказал: «Русский писатель живет в водосточной трубе, ест мокриц и любит прачек». В этом смысле Прокофьев никогда не был русским, и именно поэтому его не потрясла перемена, произошедшая в его жизни. У нас с Прокофьевым, насколько я помню, ни разу не было откровенного разговора, но мне кажется, что я понимаю его и очень хорошо могу представить себе, почему этот европеец решил вернуться в Россию. Прокофьев был неисправимым игроком и в конечном счете всегда побеждал. Он думал, что все точно рассчитал, и на сей раз также выйдет победителем. Около 15 лет Прокофьев сидел на 2 стульях. На Западе его считали советским, а в России приветствовали как гостя с Запада. Но потом ситуация изменилась, и чиновники от культуры стали коситься на Прокофьева, мол, что это еще за парижанин? И он решил, что будет выгоднее переехать в СССР. Этот шаг должен был поднять его акции на Западе, потому что там как раз все советское входило в моду, а в СССР его перестали бы считать иностранцем, так что он выигрывал во всех отношениях. Между прочим, решающий толчок дала ему карточная игра. У Прокофьева за границей образовался огромный долг, и ему надо было быстро решить свои финансовые дела, что он и надеялся сделать, переехав в СССР. А вот почему Прокофьев угодил как кур во щип. Он приехал в Москву, чтобы учить других, а они начали учить его. Прежде всего прочего, ему следовало изучить историческую статью в «Правде» «Сумбур вместо музыки». Он ознакомился с партитурой моей леди Макбет и сказал: «Забавно».
Не думаю, что Прокофьев когда-либо рассматривал меня как серьезного композитора. Он только Стравинского считал конкурентом и никогда не упускал возможности уколоть его. Помню, он начал рассказывать мне какую-то гадкую историю о Стравинском. Я его оборвал. В начале 30-х годов XX века Прокофьев посвятил себя тому, что в интервью Лос-Анджелесской газеты назвал «новой простотой», то есть консервативному модернизму. Поскольку идеология социалистического реализма требовала того же, Прокофьев решил, что советская точка зрения каким-то волшебным образом совпала, наконец, с его собственной. На самом же деле его тщательно готовили думать таким образом. Сталин сделал приоритетом возвращение знаменитых деятелей культуры обратно в загон. И проект соблазнения Прокофьева курировался УГПУ, секретной полиции. Когда в 1927 году композитор приехал в Россию, он увидел тщательно до малейших деталей контролируемую панораму советской жизни, и вряд ли он замечал тогда присутствие УГПУ. Хотя он отмечал в дневнике странных персонажей, притаившихся в ресторанах, загадочные щелчки в телефонной трубке, обыск личных вещей и другие знаки слежки. И только услышав, что его двоюродный брат заболел, он наконец понял, что тот арестован. Несмотря на это, он отгонял от себя плохие мысли. Он решил сосредоточиться на улучшениях, привнесенных режимом в некоторые сферы жизни. Например, на росте грамотности сельского населения, на новостройках в городах, на асфальтировании дорог и так далее. Как адепт христианской науки он мог верить, что сумеет противостоять злу, хотя в его решении вернуться был и личный расчет, чувство, что Советский Союз даст ему должное внимание и поддержку. У него по-прежнему имелся советский паспорт, его сочинения печатались официальными издательствами, и в СССР прошли многие премьеры его музыки, ведь его стиль уже соответствовал мандату простоты. Оставалось малое – лишь процедура смены адреса. Шостакович вспоминал о нем следующее, цитирую. «Прокофьев всегда боялся оказаться в тени. Он жаждал премий, орденов и званий. Он придавал им большое значение и был вне себя от радости, когда получил свою первую сталинскую премию. Это, естественно, не улучшало наших отношений или, иными словами, не создавало дружественной атмосферы. Те годы – это был пик прокофьевского оптимизма. Прокофьев никогда не мог понять, что проблемы с его музыкой не имели ничего общего с нотами, которые он записал на бумаге. Это был обычный ритуал унижения, через который должен был пройти каждый советский композитор. Так, растерянный таким холодным приемом балета, Прокофьев решил попробовать себя в пропаганде. Но в отличие от Шостаковича, который выполнял официальные обязанности по возможности эффективно и безучастно, Прокофьев по-настоящему тяжело работал над такими сочинениями, как «Кантата к 20-летию октября», «Здравица», «Песни наших дней», в которых мать убеждает ребенка, цитирую, «Есть человек за стеной Кремля, знает и любит его вся земля, радость и счастье твое от него, Сталин – великое имя его». Все это также не угодило. На этот раз из-за того, что Прокофьев слишком все упростил и перестал быть собой. Но на протяжении всех 30-х годов Прокофьев продолжал ездить за границу. В разговорах с друзьями на Западе он держался просоветской линии, но близкие, знакомые считали, что он чувствует все же напряжение. Так Николай Набоков в книге «Старые друзья и новая музыка» пишет, что, цитирую, «за маской оптимизма и официозных похвал можно было различить чувство, совершенно противоречащее самой природе характера Прокофьева. Чувство ужасной, глубокой незащищенности». К тому времени, когда фильм «Александр Невский» Эйзенштейна обрел славу, Прокофьев начал осознавать границы своей тюрьмы. В 1938-1939 годах композитор работал над первой советской оперой «Семен Катко».
Она рассказывала о превращении молодого человека в социалистического героя и его сопутствующих победах над разнообразными классовыми врагами. Тогда композитора больше всего радовала возможность работать с Мейрхольдом, которого Прокофьев давно боготворил. Мейрхольд же готовился репетировать эту оперу в театре Станиславского. Когда в июне 1939 года он сделал какие-то неосмотрительные комментарии о советской политике в области искусства. Что он тогда сказал на самом деле, сейчас точно неизвестно. И буквально через 5 дней его арестовали. Позже жена Мейрхольда была зарезана. Конечно, премьеру отложили. Прокофьев все еще приходил в себя после этих всех событий, когда перемена в советской внешней политике потребовала от него переделки либретто. Подписание пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 года. И это значило, что немцев больше нельзя изображать отрицательными героями. Чтобы как-то спасти свою оперу, были сделаны стремительные косметические правки, и она просто исчезла с советской сцены вскоре после премьеры. А 16 января 1940 года Сталин подписал 346 смертных приговоров, в том числе Мейрхольду и Бабелю. Вот что вспоминает об этих годах Шостакович, цитирую. «Одно время Прокофьев был здорово испуган. Он написал кантату со словами о Ленине и Сталине, и ее отвергли. Он написал песню для солиста, хора и оркестра, также воспевавшую Сталина. Еще один отказ. Мейрхольд начал работать над оперой Прокофьева «Семен Катко» и был арестован. И, наконец, в довершении всего этого Прокофьев своим фордом задавил девочку. У него был новый форд, и он не смог с ним справиться. Московские пешеходы недисциплинированы, лезут прямо под колеса. Прокофьев называл их самоубийцами. По характеру Прокофьев был настоящим петухом. Он в любой момент был готов кинуться в драку. Прокофьеву пришлось проглотить множество оскорблений, но он это выдержал. Его не выпускали за границу, его оперы и балеты не ставились. Любой чиновник мог его поучать. И единственное, чем он мог ответить, был кукиш в кармане. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!